Всем здорово, народ! Сегодня поиграем за The Winter Soldier, Зимний солдат. Чисто вахтовик такой зашел помахаться. Значит, неплохая каточка вышла. Но, кстати, на самом деле не обессудьте. Там в моментах будет легендарный АИМ. Но здесь все очень даже логично и объяснимо. Значит, я бегал 90% времени, наверное, за Хеллу. Нереальная имба. Кстати, видос по ней тоже есть. Можете посмотреть, если интересно. Вот. И у нее оружие, по сути, хитскан. Куда ты прицеливался, туда у тебя снаряд и летит. Практически моментально. Здесь же пуля летит довольно долго. Соответственно, немного не привык к этому раскладу. Как солдат вообще играется? У нас есть 3 выстрела в барабане, но мы можем их мгновенно откатить, не перезаряжаясь, если мы используем какую-то способность. Например, делаем 3 выстрела, рывок, и у нас сразу же еще 3 выстрела доступно. Потом, допустим, выстрел из плазмопушки нашей, точнее из плазмы руки, и еще 3 выстрела. Хукнули, и еще 3 выстрела. Можно не перезаряжаться. Поэтому да. В идеале, конечно, 3 патрона выдать, потом нажать какой-то спелл и еще 3 патрона бахнуть сверху. Способности мощные. Опять же, много контроля достаточно. И что стоит только ультимейт? Когда мы подкидываем себя вверх, соответственно, он высоко прыгает, довольно медленно начинает падать вниз. Но вот такие вот моменты супер неприятные. Вроде бы казалось, что я выбрал область снизу, но чуть-чуть меня выше подбросило, и я уже упоролся просто в стену и сломал ее. Короче, да, дэмэджа до хрена. Много контроля за счет того, что вы можете хукнуть противника, потом, допустим, рывок в него нажать. Он в это время, по сути, так подстанен, что во время хука, что во время рывка вашего. Вот видите, я его подкидываю. Но здесь я не попал. Здесь я не попал. Здесь попал только подкидыванием вверх. Сначала идет чардж вперед, и потом мы подкидываем кулаком вверх. Вот когда мы чаржимся в противника, в это время он подстанет. Когда мы подкидываем его вверх, он, по сути, только в передвижении своем ограничен, но ЛКМ нажимать может, например. Соответственно, тимапы какие у нас имеются. Если у нас саппорты берут енота, енот может поставить, соответственно, такую вот просто штучку. Я не знаю, как эта хрень называется. В общем, он ставит объект, который позволяет нам стрелять без перезарядки. У нас становятся бесконечные патроны, можем просто ЛКМ зажать, у нас будет не 3 выстрела в барабане, но просто бесконечно. Просто стреляем, 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 пока не закончится время действия вот этого его коробочки, которую он нам ставит. Хедшотики, очевидно, у нас с критом, дэмэджа получается много. Вообще, в идеале, конечно, кого-то хукнуть, сразу же дать ему хедшот, потому что он будет подстанен. И если не хватило дэмэджа, можно еще вот так вот рывок нажать и убить. Ну вот видите, наглядный вам пример, как с бельчонком, точнее с енотом. Здесь хукнул солдата, дал ему хедшот, но вот чуть-чуть, видите, не сдох, потому что у меня не было кнопки, не было рывка. Очень неплохо получилось. В общем, да, под конец раунда уже разыгрался, и довольно неплохо так получалось и попадать, и довольно неплохо получалось контролить вражин. Просто стоишь за углом, по сути, ждешь от третьего лица, чекаешь, пока противник ошибется, можешь его хукнуть. Вот, кстати, тот самый тимап. Енот поставил будку с патронами, и я просто зажал ЛКМ и начинаю туда спамить тычками. Дэмэджа вот так вот получается очень много. Опять же, противники это, скорее всего, замечают и уже не будут так нагло подставляться под вас. Но, если они вдруг этого не заметили, то у вас есть, очевидно, уникальная возможность очень неплохо их просадить. Здесь мог и не ультовать на самом-то деле, но решил просто отпугнуть противников, потому что, во-первых, у нас уже есть 1 килл, я убил белку, которая енот. Ну и, во-вторых, нам нужно точку как-то поддержать. Эх, здесь все-таки меня заберстили, зафокусили. Вот на самом деле вот этот лекарь, который плащ, я не знаю ее способности, но она очень много может дамажить. Когда она активирует себе вот этот темный облик, ее там что-то как-то хрен убьешь. В общем, я единственный еще персонаж, не особо разобрался, как он работает. Это лекарь-хилка, которая плащ. Даже не знаю, как ее зовут. И очень часто недооцениваю дэмэдж от этого саппорта и просто фижу ему. Ну, соответственно, нас вайпнули. Надо немножко регрупнуться, подотойти. Пытаюсь вот своим тиммейтам об этом сказать. Ультует вражеский зимний солдат. Ну, я понимаю, что здесь мы точно никак уже не зайдем. Надо реально просто регрупнуться и подождать. Какой-нибудь кильчик сделать, открыть, соответственно, для нас такую возможность. И уже после этого можно будет заваливаться на поинт, заваливаться на точку и всех противников до конца дожимать. Сейчас же стоим, особо не наглеем, то есть пару тычек дали, отошли, подхилились. Главное, чтобы нас не ваншотнул вражеский Ханза, который лучник. Максимально неприятная тема, знаете, стреляет в одну точку, стреляет, а потом типа на рандоме попал просто в голову, и все, и ты умер. И это, конечно, бывает неприятный момент. Как будто бы тяжеловато заходить. Опять же, нам просто в идеале стакнуться в пятером, а то мы вечно по 4 заходим, по 3, вот снова у нас, видите, чилы умирают, по сути, даже не регрупнувшись. Поэтому я решил просто стоять возле нашей базы. Хотя бы так, не знаю, как-то своих тиммейтов забайтить, чтобы они не перестреливались, просто ретритнулись, регрупнулись. И вот сейчас уже в пятером можно реально заходить. Противники, как по мне, слишком сейчас наглеют. Уже очень близко они стоят к воротам.
По идее, если у меня получится кого-то хукнуть и убить, то это будет фри для нас возможность зайти. Хукаю солдата, нажимаю в него рывок, он также нажимает рывок. Это довольно интересная механика, не знал, что это так работает, вообще впервые это вижу. Ну и, соответственно, тот самый open kill, который нам позволяет сейчас зайти. Плюс у нас еще Капитан Америка куда-то там залетел, убил вражеский таргет. В общем, да, спокойненько здесь заходим. У меня также ультимейт откатывается, но я здесь уже не спешу его использовать. Решил его придержать, допустим, вот на вражеского лучника, чтобы в него упороться и загасить. Но загасили только меня, благо есть рез. Как-то не поддержали меня в моменте тиммейты прямо с таким резким заходом. Я не знаю, как будто бы нас здесь гораздо больше, но мы почему-то их не дайвим. То есть у нас был open kill на зимнем солдате раз. Потом у меня мой тиммейт на Капитане Америки убил кого-то еще. То есть у нас было 2 open килла. И мы почему-то в большинстве, то есть в 6 против 4, не смогли зайти и продавить. У меня чилы как-то слишком пассивно стояли, когда нужно было это сделать. Все, хочу убить Ханза. Получается очень неплохо его зафокусить. Но как будто бы нас здесь опять же маловато. Пытаюсь убить хилку. На мансит. Не так уж и легко здесь попасть по ней было. Хороший вообще захил на самом-то деле. Очень приятный. Двойной хукшот, что? Я не знал, что так тоже может быть. Оставят мне бесконечные патроны. Немножко отхожу. Начинаю стрелять просто ЛКМом. Без задержек. Ультую, чтобы продавить до конца, прям до победной. Ну и все. Мы отхватываем точку. Очень неплохо получилось. Очень много было захила в моменте. Не знаю, как так хватило нам дэмэджа, чтобы выжить. Здесь нажал ультимейт просто под конец его действия. Мог не нажимать. Решил нажать, чтобы просто кнопочку потратить. Все равно он бы пропал, если бы я его не тыкнул. Ну и в идеале нам сейчас просто как-то здесь постоять на этой точке, не пустить противников. И через ультимейт нашей Луны, например, которая вот хилка, которая сейвит, не отдать эту точку. Потому что если нас вайпанут один раз, все, мы проиграем, эту карту отдадим. Здесь нужно кого-то хукануть попытаться, но он как-то что-то хреново нажал кнопочку. Ну и все, под бесконечными патронами начинаю ЛКМ спамить. Ну вот, слишком нагло, слишком нагло. Я прям стою, знаешь, не двигаюсь вообще, не стрейфуюсь, прям на месте останавливаюсь. Так, конечно, делать нельзя. Но просто очень сильно хочется под эти бесконечные патроны миллион дэмэджа внести. Но противники все равно ошибаются, как-то странно не заходят. Очень не сообща. И мы вайпаем всю вражескую тиму, и все, уже без шансов для них. На последних секундах мы забираем катку. Я думал, что второй раунд мы отдадим. Придется играть третий, но получилось выиграть, получилось. В общем, да, такой сумбурненький довольно матч, но по итогу очень даже неплохо получилось. Пишет у меня тиммейт Винтер Керри. Винтер Керри, имеет в виду нас. Типа мы закерили ему каточку на зимнем солдате. Уважает, уважает. Я помню, сейчас какую-то смешную реплику напишет. Я в моменте посмеялся. More like winter on his shoulder. Ну, типа того. Забавный чувачок. Такая вот суета, народ. Все, всем спасибо за просмотр. Давайте увидимся на других видосах. Всем пока.